Добрый день, уважаемые дамы и господа. Следующий вопрос, который хотелось бы представить и необходимо представить, это основные эзотерические профессии будущего. С одной стороны, разумеется, это наша точка зрения, моя точка зрения, но с другой стороны, что немаловажно, это то, о чем говорят и большинство пророчеств, кто с ними знаком, и это то, что объективно нужно высшим силам, и у кого есть возможность, да, можно на эту тему с ними пообщаться и уточнить. Собственно, о чем речь. Первая исходная посылка, точка отсчета, это что? Что нужно богам более всего от людей? Да, что является основной ценностью? Конечно, дома, заводы, пароходы — это тоже важно, но это не является ценностью номер один. Ценность номер один для Бога на земле — это что? Это душа человека. Что самое важное нужно, да, чтобы душа человека раскрывалась, росла, то есть чтобы освобождалась от зла и раскрывала свой потенциал. Самое печальное, что если она отягощается злом, уходит там в нижние миры или уничтожается, да, то есть боги десятки тысяч лет работали, чтобы душу создать, а она взяла и решила свою судьбу пустить под откос. Поэтому основное — это душа, да, какой она является, дальше, исходя из этого, что она делает в этом мире. И исходя из этого, самые важные профессии, которые влияют на качество души и какие решения принимает человек, и как душа идет по жизни, это кто? Это те, кто влияет на воспитание, на формирование мировоззрения, на формирование убеждения человека. И исходя из этого, две основные профессии будущего — это духовные учителя и духовные целители. Немного в сторону, как выглядит ситуация сейчас. Да, вот общество развивается, там первобытная община, водознание, шаг за шагом накапливаются, систематизируются. Бывают темные периоды, светлые. Одно время духовность в почете, последнее время наука побеждает. Да здравствует материализм, духовная сфера уходит в сторону, несмотря там на то, что там Далай-ламу принимают там в ведущих университетах. Но в целом доминирует материализм, и система образования во многом, ну, за исключением небольшим, духовное воспитание, да, убрали. И поэтому человека воспитывает что там? Телевизор, улица, интернет. Воспитывают как? Что продается, да то и дают. Да, поэтому большинство людей становятся потребителями, эгоистами, формируют множество негативных программ, там, уныние, депрессия, 80%. Из-за чего? Не обучен, да, позитивному мышлению, не обучен, да, что такое душа, не обучен, как выстраивать взаимоотношения, поэтому уходит вот в эту сферу. Да. Поэтому что нужно, чтобы будущее стало качественно другим, и человек мог бы реализовать свое предназначение, мог бы быть счастливым? Нужно, чтобы на знамя, да, были подняты именно вот эти профессии, и фактически именно они и могут привести общество из того состояния, которое есть, в золотой век. Да? Кто такое такие духовные учителя? Это люди, которые реализовали знания в себе, они понимают, как работают духовные законы, у них есть связь с тонким миром, они могут различать добро и зло. Духовный учитель, он говорит со многими. Да, духовный целитель говорит с одним или там с двумя-тремя людьми, да, решая те или иные вопросы. Вот духовный учитель может провести человека, да, современного по маршруту, как от материализма перейти к духовности, как попрощаться с любыми проблемами, достичь силы, счастья, совершенства, успеха, в конечном итоге аккумулировать необходимую энергию, раскрыть способности и научиться общаться с тонким миром. И тогда уже напрямую получать ответы на свои вопросы. Поэтому, чтобы общество качественно поднялось на следующий уровень, да, шаг за шагом двигалось в золотой век, необходимо, чтобы было сформировано и понимание роли духовных учителей, духовных целителей, соответствующее отношение сформировано, чтобы были созданы условия, как эту профессию сделать понятной, уважаемой, опять же, соответствующим образом, чтобы было
и вознаграждение, и моральные отношения. Большая работа, как сделать, чтобы у людей была сформирована потребность понять, что ты не организм, который потом умрет и червячки скушают, а бессмертная душа, и ты несешь ответственность за все свои последующие воплощения, за судьбу через многие воплощения, куда твоя душа идет. Достаточно много задач для этого нужно решить, но в конечном итоге основные люди, да, люди каких профессий могут поднять общество? Именно вот эти, да, потому что в науке есть ответы практически на все вопросы в социальной, там, экономической, правовой, там, материальной сферы. Никаких проблем нет. Все существующие там вопросы, неприятности убрать. Была бы заинтересованность власти, элиты и общества эти вопросы решать. А вот сформировать таких людей, честных, да, и заинтересованных в общем благе, это могут только духовные системы. Да, потому что большинство людей, они как? Они реализуют корыстные интересы и действуют часто достаточно во вред обществу. Поэтому основные люди, да, которые могут решить задачу перевести в следующий уровень развития общества, это что? Совершенное общество – это совершенные люди, без зла, без конфликтов, да, способные договариваться, способные усиливать друг друга. Вот это задача для духовных учителей. На начальных этапах для тренеров личностного роста то, что проще, то, что понятнее, а на последующих этапах это уже эзотерические знания в чистом виде. Поэтому и чтобы самим двигаться вверх, как бессмертная душа, светлая, радостная по своей природе, нужно понять лично для себя ценность учителей, да, наставников и ценность духовных целителей, да, которые помогают решать конкретные вопросы. Чтобы они сначала в сознании каждого, кто идет по светлому пути, нужно, чтобы заняли свое место. Да, тогда этот процесс может принести максимум пользы. Ну и если кто себя видит в одной из этих ролей, то опять же милости просим, подключайтесь, пожалуйста, к нашим занятиям, к нашим процессам. Это первичные, самые главные роли для перехода на следующий уровень, а все остальное, оно более-менее изучено и понятно. Надеюсь, вы с этим согласны. Конечно, много условий выполнить нужно, да, и сама система знаний должна быть такая, которая уже не вызывает вопросов, а наоборот объединяет и мотивирует людей. Да, много нужно провести предварительной работы по просвещению, по включению мотивации. Но это тоже нужно делать, но в любом случае то, что правильно, оно в конечном итоге будет реализовано. Спасибо, всем успехов на пути света. До свидания.